На связи Украина 365. За последние месяцы Украине полностью удалось изменить военный баланс сил в Черном море и поставить под угрозу безопасность российского флота в Крыму. Об этом пишет The Wall Street Journal. ВСУ эффективно используют свои лодки «Камикадзе», чтобы нанести ответный удар по более мощному военно-морскому флоту России и создать угрозу российским военным путям снабжения и судоходству. Военные аналитики подтвердили изданию, что надводные беспилотники могут изменить характер войны, заставив Россию выделить больше ресурсов для защиты своих портов, военных кораблей и грузовых судов, которые она использует для перевозки оружия, топлива и других грузов для своих вооруженных сил. Ожидается также, что атаки еще больше повысят стоимость доставки и страхования судов, направляющихся в жизненно важные черноморские порты России. Я думаю, что сообщение Украины для агрессора состоит в том, чтобы объявить: «Черное море для вас небезопасно», сказала Габриэла Ивелис Роза Эрнандес, научный сотрудник Ассоциации по контролю над вооружениями, изучающая восточноевропейские вооруженные силы. Каждый украинский морской беспилотник стоит $250 000, что составляет малую долю от десятков, если не сотен миллионов долларов, которые тратятся на постройку более крупных поврежденных российских кораблей, отмечает издание. Небольшой размер судов затрудняет защиту от них почти так же, как беспилотные летательные аппараты представляют собой проблему для противовоздушной обороны, их трудно обнаружить. Небольшой катер «Камикадзе» трудно поразить, а если атака происходит роем таких катеров, то это значительно усложняет задачу, сказал Скотт Савиц, старший инженер Rand Corp, аналитического центра, финансируемого правительством США. Атаки украинских лодок «Камикадзе» показали, что они могут повлиять на экономику России, которая все больше зависит от своих черноморских портов для экспорта нефти, зерна и других товаров, отмечает Wall Street Journal. Например, данные Lloyd's List Intelligence показали, что атака беспилотником на Крымский мост резко сократила количество заходов судов в Азовское море. Заходы в порт Новороссийска сократились более чем наполовину после атаки на порт. Как известно, 4 и 5 августа с помощью лодок «Камикадзе» Украина успешно атаковала сначала десантный корабль РФ «Оленегорский горняк» в Новороссийске, а затем танкер «Сиг», поставляющий топливо для оккупационных российских войск в Сирии. Ну а тем временем начальник авиации ВСУ заявил, что, получив F-16, Украина сможет бить по флоту россиян с воздуха. Получив американские истребители F-16, Украина сможет бить дозвуковыми и противокорабельными ракетами AGM-84 «Гарпун» с воздуха на большее расстояние, чем с наземных систем. Об этом рассказал The Washington Post бригадный генерал, начальник авиации воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов. Washington Post пишет с его слов, что украинцы смогут развернуть предоставленные Великобританией противокорабельные ракеты «Гарпун» с F-16. Такой возможности у Киева сейчас нет. Друзья, что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментарии под этим видео. А также напомним. Впервые показаны морские надводные дроны Магура В-5. Американские журналисты представили репортаж о применении украинских надводных дронов Магура В-5, которые активно атакуют российские корабли и другие цели, находящиеся в водах Черного моря. Репортаж опубликован каналом CNN 29 июля. Согласно репортажу, эти морские дроны являются полностью национальной разработкой Украины. Благодаря простому управлению они способны перевозить до 300 килограмм взрывчатых веществ на расстоянии до 800 километров. Журналисты решили узнать от украинского военного, насколько эффективны российские корабли в противодействии этим дронам. Неэффективны. Оборудование на их кораблях создано для атак других кораблей. Они не могут поразить такие маленькие дроны, они самые быстрые из того, что есть в Черном море, ответил украинский защитник, имя которого не названо в целях безопасности. Что известно об украинских дронах Магура В-5? 25 июля на международной выставке оборонной отрасли IDF 2023 в Стамбуле был представлен украинский морской беспилотник Магура В-5. По информации СМИ, этот многоцелевой беспилотный надводный корабль разработан в Украине и предназначен для разведки, патрулирования, поисково-спасательных операций, противоминной борьбы, а также обеспечения охраны морского флота и выполнения боевых задач. Согласно заявленным характеристикам, беспилотный корабль имеет длину 5,5 метров, ширину 1,5 и высоту над ватерлинией 500 мм. Он может развивать крейсерскую скорость в 22 узла и максимальную скорость в 42 узла. Беспилотный корабль оборудован связью, которая может быть организована с помощью меш-радио с воздушным ретранслятором или спутниковой связью. Как считают многие военные обозреватели, взрыв на Крымском мосту 17 июля был осуществлен с помощью морского дрона «Камикадзе», который смог подобраться к одной из опор моста. При этом считается, что дрон был не один. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк этому ролику, нажать на колокольчик и поделиться этим видео с друзьями, чтобы его увидело как можно больше людей. Слава Украине, слава ВСУ, слава всем, кто помогает нашей стране. Вместе мы сила.